Следующий день встречает нас ярким и солнечным утром. Сборы не затягиваем и вскоре встаем на воду. На небе сегодня практически нет ни облачка. Солнце уже с утра хорошо припекает, поэтому сразу прячем от него лицо, чтобы не обгореть. Ясное небо сказалось и на температуре воздуха. Он стал значительно теплее, и даже ветер, который всегда гуляет над реками, кажется более приятным и мягким. Сегодня наш путь будет проходить через два населенных пункта. Первый из них, отдаленный маленький поселок, находится в 3 километрах от нашей сегодняшней стоянки. Перед ним река делает пару поворотов и огибает несколько островов, возле которых ускоряет свой бег. Берега все так же живописны и меняются каждые несколько минут. То появится скала, то ее сменят заросли ивы или замшелый полог леса под невысокими и такими же замшелыми елками, то вновь начнется поворот реки и бурный перекат. Но вот ударившийся скалистый правый берег, река приводит нас в поселок Усть-Тырым. Уже показались его серые домики на левом берегу и деревянный подвесной мост. Поселок Усть-Тырым, так же как и река Койва, был тесно связан с алмазодобывающей промышленностью. Напротив устья реки Большой Тырым, впадающей в Койву в поселке, была открыта одна из россыпей, называвшаяся Тырымов лог. А в 1941 году здесь было построено и запущено первое в Советском Союзе алмазодобывающее предприятие «Тырымская фабрика». За 2 года работы на фабрике было обогащено более 10 тысяч кубометров породы, добыто 422 алмаза суммарным весом около 30 тысяч миллиграмм, что соответствует 30 граммам. Продолжила ли работать фабрика после этого, мне неизвестно. Однако в найденном мною источнике было указано, что в Усть-Тырыме добыча алмазов велась примитивным способом, то есть промыванием породы, а уже после Великой Отечественной войны по Койве, но немного ниже по течению, были пущены драги. А с последствиями их деятельности нам вскоре предстоит столкнуться. Небольшая, всего в несколько домов правобережная часть поселка соединена с левобережной пешеходным подвесным мостом и уже, судя по всему, пришедшим в негодность то ли автомобильным мостом, то ли так необычно оборудованным бродом. Я боюсь, что возле моста и под мостом могут быть железки какие-нибудь или острые камни, поэтому мы решили не рисковать и просто провести лодки. В этом месте образовался весьма замысловатый перекат, прижимающийся к левому берегу. В образовавшуюся под берегом ямку я несколько раз закинул блесну, но, как обычно, безрезультатно, после чего мы поспешили отправиться дальше. Между поселком Усть-Тырым и следующим поселком на нашем пути Кусье-Александровским около 12 километров. На этом участке берега Койвы вновь начинают меняться. Они становятся выше, чаще спускаются к воде монолитными скальными обнажениями и сопровождают ими чуть ли не каждый изгиб реки. Один раз нам встретилась таежная изба, но выходить к ней не стали, отдыхали незадолго до этого. Очередного товарища обнаружил на перчатке. Это, наверное, 10-й уже за все время сплава. Да, клещей с каждым годом становится все больше и больше, и это, к сожалению, не мое личное наблюдение. Все, кто часто бывает в лесу, подтверждают это. Чтобы защититься от них, мы с Викой регулярно ставим прививки от энцефалита. После каждого выхода на берег, если это сплав, осматриваем одежду на наличие клещей, а также реагируем на каждый, даже совсем слабый зуд на коже, поскольку когда клещ ползет, его можно почувствовать и убрать с себя до того, как он укусит. Помимо клещевого энцефалита, клещи могут переносить боррелиоз, опасное инфекционное заболевание, прививок от которого нет, поэтому надо быть предельно осторожными при посещении лесов.
Примерно за 4 километра до Кусья Александровского на крутой излучине реки на правом берегу показывается крупная красивая скала – Шайтан или Большой Шайтан, местная достопримечательность, дающая начало скальному ожерелью Койвы в нижнем ее течении. Дальше скал будет много, и все они впечатляют своими размерами, как и сама скала Шайтан. Ее высота около 70 метров над уровнем реки. Многие туристы даже поднимаются на ее вершину. Там есть пара смотровых площадок и несколько гротов. В общем, скала большая и действительно интересная. Ветер сильный встречный поднялся, и небо заволакивает тучами. Дождь сейчас начнется в скором времени. Чуть ниже скалы Шайтан в русле Койвы находится остров. В одной из проток, омывающих его, образовался хороший перекат, с радостью устремляемся в него. Покрафты с их небольшой длиной, немногим более 2,5 метров, подскакивают на волнах, словно на аттракционах, чем и радуют нас каждый раз. Подплываем уже к Кусье Александровскому. Здесь ветер встречный дует, руки уже устали грести. На подходе к поселку река практически спрямляет свое русло, вытягиваясь от одного крутого поворота до другого на несколько километров. Почти безлесные берега вместе со спрямленным руслом – отличное подспорье для ветров, а они для нас – серьезная помеха. Даже несмотря на хорошее течение, плыть и не грести против ветра не получится. Он крутит лодки во все стороны и толкает их назад. Прикладываем немалые усилия, чтобы дойти до знаменитого водопада в устье реки Кусья, чтобы там немного передохнуть. Водопад этот искусственный. Сделан он на водосбросе из Кусья Александровского пруда, который, в свою очередь, был построен для нужд чугунолитейного завода, открытого здесь в 1752 году и проработавшего до 1918, пока не истощились запасы руды в окрестностях. Завод был основан Александром Строгановым, и возникший при заводе поселок получил двойное название по реке Кусья и имени основателя. С 1951 по 1953 годы вниз по течению от поселка, как я уже говорил, ходила драга, добывавшая алмазы. Ходила она позже и по реке Кусья, однако для работы драги на этой реке был необходим подъем уровня воды в ней. В 1959 году была сооружена водоподъемная плотина, результатом появления которой и стал искусственный водопад. После небольшой прогулки продолжаем свой путь. Примерно в 200 метрах ниже водопада проходим невысокую скалу Гребешок, а еще через 400 метров по тому же правому берегу камень Богатский, который, как мне кажется, на Гребешок похож больше. После автомобильного моста, соединяющего правобережную и левобережную части поселка, начинается самое интересное. Именно здесь, в русле Койвы, появляются длинные острова, оставленные драгой. Они разделяют русло на узкие протоки, в которых довольно часто встречаются бурные перекаты. Наши маленькие лодки вновь начинают скакать по волнам, а сплав стал насыщен динамикой и азартом. Вода какая холодная, плещет на меня. Сразу за поселком решили остановиться на обед, но на берегу оказалось много отдыхающих, стоянки все заняты. Свободная нашлась практически напротив камня Стрельного. Обедаем сегодня походным пловом на сушеном мясе. На берегу на солнце довольно жарко, сильно задерживаться не хочется, поэтому в скором времени вновь встаем на воду. Через несколько минут проходим под камнем Стрельным. Глядя на него снизу вверх, нельзя не восхититься его величием. Это, пожалуй, самый мощный перекат из всех, которые я видел пока что здесь.
Сейчас меня точно тут зальет. Уху. Вот это волна. Вот это класс. Перекат сразу после Стрельного действительно оказался самым мощным по высоте волны и скорости течения. Фу. Понравилось? Самый мощный перекат был, да? У меня вон на юбке, смотри, сколько воды. Мне тоже наплескалось. Здесь рюкзак его мокрый был. Вон у меня фотоаппарат в воде стоит просто. Угу. Мне вон на ноги все наплескалось. Поскольку течение ускорилось, а острова идут практически один за другим, следующий перекат не заставил себя долго ждать, а продолжается такая смена спокойной воды на бурную постоянно. Весной в паводок уровень воды в Койве поднимается настолько, что все перекаты становятся сглажены ею. Поэтому попасть сюда в такое время, когда вода еще не сильно упала, перекаты бурны и полноводны, но уже по-летнему тепло, большая удача, и сейчас мы этому несказанно рады. Подходим к скале, которая называется Печка. Но здесь такой мощный перекат. Я даже не уверен, что мы сможем остановиться, чтобы выйти и посмотреть эту скалу. Вика, налево! Быстрое течение сносит нас вниз, но приложив немного усилий, все же выгребаем на спокойную воду. Вот это да! Получается? Летом здесь гораздо мельче, я видел только летние фотографии этой скалы. А сейчас тут прям воды очень много. Второе название скалы – камень арочный, дано за сходство входа в пещеру с аркой. Вика осталась ждать меня в лодке, а я решил забраться внутрь. Ну там вдаль прям пещера уходит. Но она низкая очень. Пещера имеет небольшую протяженность, да и вход в нее невелик, но окруженный тайгой выглядит он очень симпатично. Осмотрев скалу и пещеру, устремляемся вместе с быстрым течением Койвы в дальнейший путь. Уже вечереет, и по идее можно было бы начать подыскивать стоянку, чтобы остановиться на ночлег. Но запланированный нами километраж на этот день еще не пройден, да и идущие одно за другим бурноводные развлечения сильно увлекают. После пары перекатов река делает крутой поворот, меняя направление практически на 180 градусов. После поворота на правом берегу показался камень сосновый, который действительно покрыт сосновым лесом, полностью оправдывая свое название. Следом за ним, уже на другом повороте реки, идет камень Горевой. Первые показавшиеся его скалы сильно залесены. Сам камень изрезан спускающимися к воде расщелинами и ложками. Напротив него
Сразу за небольшим островом нам встретились отдыхающие с кемпинговой палаткой, а также пара рыбаков. Я поинтересовался у них насчет улова. Оба сказали, что рыба ловится очень плохо. Вскоре берега начали погружаться в густые тени, солнце начало садиться. Впереди показалась крупная скала, камень Родничный. В нижнем течении Койвы это самая высокая скала. Ее высота достигает внушительных 150 метров, а растянулась она на целый километр. Уже почти 7 часов вечера. Мы с утра наметили себе стоянку чуть ниже камня Родничного, чтобы пройти 35 километров за день. Вот, и уже практически к ней подходим. Осталось, наверное, километра 3. Посмотрим, что за стоянка. И если нам понравится, становимся на ней. Если нет, может быть, пройдем еще дальше, посмотрим другие стоянки. Название камень Родничный получил благодаря роднику, бьющему у его подножья. Его зубчатые скалы, ступенями спускающиеся к реке, еще долго видны позади нас. Заходящее солнце уже вовсю заливает янтарем таежные берега. Вскоре впереди показалась небольшая скала гребня, а напротив нее на правом берегу, где расположилось несколько скальных выходов, именуемых востряками, решили посмотреть стоянку. К нашему сожалению, она находится на очень просторной поляне. Есть вероятность, что сюда может нагрянуть толпа отдыхающих, и тогда отдохнуть уже нам нормально не получится. Решили поискать стоянку поменьше. Через несколько сотен метров возле тех же камней востряков нашли еще одно неплохое и более уютное место. И хотя берег тут с небольшим уклоном, встанем на ночлег здесь. Скалы на этой стоянке находятся по обоим берегам. На противоположном тоже продолжаются выступы камня-гребня. Я решил после того, как поставлю палатку, сходить покидать блесну, тем более, что место это, судя по некоторому оставленному мусору, облюбовано рыбаками. Но, думаю, уже можно и не говорить о том, что никого поймать у меня не получилось. Рыбак я еще тот. Что-то я умаялся с этой рыбой. Минут 40, наверное, ее ловил. Все блесны поменял, которые у меня были. Но у меня только вертушки и одна колебалка. Ни одной поклевки нету. Видимо, местные рыбаки как-то по-другому рыбачат. Потому что там возле воды на берегу валяется пакет из-под прикормки. И в основном местные рыбаки здесь с удочками ловят. Это, видимо, приезжие, такие как мы. И как сегодня видели людей. Они пытаются ловить на спиннинге. Ну, ребята вот нахлыстом ловили. У них что-то мелкое там клевало. Ладно, сейчас будем готовить ужин и отдыхать. Да, отдохнуть нам нужно. Сегодняшний длинный день забрал у нас немало сил, но больше всего их отняла безрезультатная рыбалка. При этом мы не дошли до намеченной стоянки 2,5 километра. Практически сразу после ужина ложимся спать. Утром все лень, вставать не хочется, но жаркое солнце все же выгоняет нас из палатки. Завтракаем и не спеша собираемся. Отправляемся в путь. Время без 20:10. Немножко припозднились. Спать охота, не высыпаемся. Вот. И собирались еще долго. Сегодня жара стоит лютая. С самого утра прям. Сегодня наш последний день на реке Койва. От стоянки возле скал Востряки до устья остается около 19 километров, а пройти за весь день хотим около 40,
чтобы завтра до конечной точки маршрута в городе Чусовом оставалось немного, и мы смогли попасть на электричку, чтобы вернуться на ней в теплую гору к машине. Сегодня по-настоящему жарко. В предыдущие дни по утрам солнце светило так же ярко, но воздух прогревался слабо. Если набегала облачность или мы заходили в тень, сразу становилось прохладно. Сейчас же воздух горяч, да и привычного его движения над водой нет, поэтому идти довольно тяжело. Выручает только быстрое течение реки, да иногда освежают редкие брызги воды на вновь появившихся перекатах. На этом участке тоже ходила драга, оставившая после себя узкие длинные острова. После скалы на правом берегу с названием «Круглая горка» увидели просторный каменистый выход на берег и стоянку. К этому моменту мы прошли уже 9 километров, поэтому решили остановиться на отдых. Вышли на отдых. Стоянка называется «Почта». В лесу даже в тени воздух порядком нагрелся. Кажется, что на воде все же немного прохладнее, поэтому с отдыхом не затягиваем. Один из островов. Мы решили пойти по левой протоке, потому что здесь более бурный перекат. Вновь устремляем наши лодки в мощную струю переката. Совсем скоро они закончатся, поэтому стараемся не пропускать по возможности ни одного. После стоянки Почта Койва ударяется в камень Пужной. Это еще одна крупная скала высотой около 100 метров и длиной около 1 километра. Говорят, раньше скала, появляющаяся внезапно за поворотом реки, здорово пугала сплавщиков, за что и получила свое название. Напротив нее, среди деревьев, притаилась маленькая скала Коробейка. Полуденное солнце, отражаясь в брызгах и волнах, порой сильно ослепляет нас своим ярким светом. Вся поверхность воды покрывается серебристой рябью, становится трудно разобрать, куда лучше направить лодку. Выручает только хороший уровень воды, ведь если бы не он, скорее всего, мы собрали бы дном лодки все камни на таких участках. Проплывая эти длинные острова, оставленные драгой много десятилетий назад, невольно задумаешься. А ведь работа драги в русле реки – это серьезное негативное воздействие на ее экосистему. Страдает сама река, пейзажи которой меняются кардинальным образом раз и навсегда. Страдают животные и растения, живущие и растущие как в воде, так и по берегам. Но глядя сейчас на реку, нельзя не порадоваться тому, что природа берет свое и постепенно восстанавливается. Ну а нам в наследство осталось, помимо десятка новых островов, возможность наслаждаться бурной водой. Перекат нас завел в глухую протоку, точнее она не глухая, там в самом ее конце, там точнее где остров заканчивается, будут небольшие узкие протоки. Я что-то не хочу там корячиться. Думаю, сейчас переплывем в левую протоку, потому что даже стоянки все, которые будут ниже по течению, отмечены на левом берегу. Камень переволока. Ух, вот это меня, да, течением захлестнуло. Воды набрал в покров. Холодная какая. В этом месте река делает крутую петлю, в конце которой на правом берегу вырастают заросшие лесом куртымские камни. На левом же берегу, едва заметный издалека среди кустов и деревьев, притаился камень Нижний Переволочный, совсем не похожий на своего тезку-великана с реки Чусовой.
Совсем немного остается до устья замечательной реки Койвы. Уже проходим одни из последних островов, оставленных Драгой. Здесь узкая протока очень похожа на каньон какой-нибудь горной реки. Скала Стриж камень. Здесь лицо человека можно разглядеть. После всех островов на левом берегу показывается камень Синий. От него, можно сказать, начинается финишная прямая до реки Чусовой. Проходим еще немного, и показываются первые строения одной из турбаз в поселке Усть-Койва. Отсюда же виден противоположный берег Чусовой. Похоже, последний перекат на Койве. В устье Койвы расположена пара наносных островов, которые мы обходим по правой, более широкой протоке. Вот и Чусовая. Чусовая встречает нас густым чистоколом елок на своем левом берегу. Ниже по ее течению видна скала Красный камень. Перед ним есть стоянка, на которой мы решили остановиться на обед. Да, Чусовая. Здесь уже значительно больше туристов и рыбаков. Туда-сюда снуют моторные лодки, на берегу возле устья Койвы тоже активное движение. Сегодня выходной день, поэтому тут много народа, собирающегося на сплав. Прямо из-под камня Красного такой вытекает подземный ручей, карстовый. Мы сейчас здесь себе наберем воды на обед, чтобы готовить. Такую вот стоянку мы облюбовали себе на обед. Прямо буквально в 200-300 метрах ниже устья Койвы. Здесь, видимо, природный парк Пермский делает такие беседки. Уже вещи сюда принесли, расположились, покрафты в тень подняли. На таком солнцепеке тень нужна не только лодкам, но и нам. Так что навес, да еще со столом и со скамейками, стоящий на продуваемой ветром поляне, идеальное место для сегодняшнего обеда. Пока варится суп, у нас есть несколько минут, чтобы полетать. Правда, ветрено, и солнце скрылось за облаками, но все равно попробуем. Стоянка, на которой мы остановились, расположена на большой живописной поляне. Сама поляна раскинулась на пологом склоне горы. Другой ее склон обрывается в воду скальным обнажением. Это та самая скала Красный камень, под которой мы совсем недавно набирали воду. В противоположной стороне за Койвой приютилась деревня Усть-Койва. Она совсем небольшая, но очень популярна у уральских туристов. Здесь есть несколько баз отдыха, отсюда начинают сплавы выходного дня по Чусовой и заканчивают многодневные по Чусовой и Койве с последующей выброской на автомобилях. Первое поселение появилось здесь в XVI веке, во времена Строгановых. Сюда ссылали бунтарей из разных губерний. В XVIII веке в окрестностях Усть-Койвы разрабатывались железные рудники. К началу XX века в деревне практически не осталось жителей, но в советское время здесь открылся леспромхоз, проработавший до 90-х годов. Получается, сейчас деревня Усть-Койва переживает свое третье возрождение, в очередной раз сменив род деятельности. После обеда продолжаем путь.
На данный момент мы прошли только половину запланированного на день расстояния, так что сегодня нам предстоит еще хорошенько погрести. Боялись, что на часовой скорость течения будет гораздо ниже, чем на Койве, и идти, соответственно, будем медленнее, но пока что вроде она вполне неплохая. Берега Чусовой в этих местах довольно высокие. Сама река широка, и все это позволяет сильным ветрам гулять по ее руслу, как по коридорам. Как-то раз весной мы даже сталкивались с такой ситуацией, что, несмотря на сильное течение, наш катамаран встал как вкопанный, удерживаемый встречным холодным ветром. Тогда нам не помогала даже усиленная гребля, мы стояли и крутились на одном месте, и лишь через некоторое время кое-как с трудом высвободились из этого плена. После небольшого камня Таш река делает плавный изгиб, и на правом берегу сразу бросается в глаза еще одна просторная поляна. Раньше здесь была деревня Нижняя Койва, исчезнувшая в 1980-х годах. Вскоре после нее правый берег поднимается, плавно превращаясь в скалу Шаков камень. Она тянется отвесной стеной вплоть до поворота реки. Перед поворотом, но уже на левом берегу, показываются две скалы, разделенные глубоким руслом реки Поныш. Это скалы Понышские камни. Если пройти от них вверх по течению Поныша, чуть более 2 километров, можно попасть в известную пещеру-чудесницу. На правом же берегу мы увидели отмеченный на карте недалеко от воды грот Театральный, но поискав его, ничего не нашли. Уже позже я узнал, что находится он на самом деле метрах в 600 от воды. После впадения реки Поныш течение ускоряется, поэтому здесь можно немного расслабиться и насладиться окружающими нас пейзажами. Однако, когда мы почти подошли к камню Печка, на небе внезапно появилась туча и начала поливать нас дождем. Поначалу он был совсем слабенький, но постепенно превратился в настоящий ливень. Туча оказалась небольшой, поэтому пока шел теплый проливной дождь, не переставало ярко светить солнце. Мы не смогли отказать себе в удовольствии помокнуть под летним дождем, поэтому и не стали даже прятаться от него. Грозы не слышно, значит, и на воде сейчас безопасно. Чуть ниже камня Печка, на том же правом берегу, находится одно знаковое место – руины исправительно-трудового лагеря «Створ». В 40-х годах прошлого века на Чусовой планировалась постройка гидроэлектростанции, и узники Створа занимались подготовкой стройки. Плотину ГЭС планировали возвести как раз в районе лагеря, но позже на Койве были найдены алмазы, и поскольку часть ее русла должна была попасть в зону затопления, стройку заморозили, а потом и вовсе отказались от нее. Сейчас на месте Створа энтузиастами создан музей под открытым небом. О нем я уже как-то рассказывал в фильме о сплаве по рекам Серебрянка и Чусовая. Рекомендую к просмотру, поэтому оставлю ссылку на него в описании. Уже вечереет, но нам остается пройти еще четверть сегодняшнего пути. Ночевать планируем на стоянке возле Голубого озера. От него завтра нам нужно будет пройти около 10 километров. С одной стороны, можно, конечно, не торопиться, пройти сегодня поменьше и поехать завтра на вечерней электричке. Но тогда от Теплой горы придется выезжать на машине в ночь, а нам этого не хочется. Проходим камень Плакун. Местами на нем видны следы от потеков. Во время сильных дождей густая шапка мха, покрывающая верхушку скалы, впитывает в себя воду, а лишнее проходит сквозь него, изливаясь темными струями по светлому известняку. Весной вместо дождей по скале течет талая вода, и, видимо, кто-то когда-то решил по этой причине назвать камень Плакуном. Сразу после него реку пересекает одна из веток газопровода Уренгой-Помары-Ужгород. Такая тишина на реке. Спокойная вода. Умиротворение.
Даже плыть не хочется никуда. Все то время, что мы находимся на Чусовой, туда-сюда не перестают пролетать моторные лодки. Лишь изредка на них приезжают рыбаки, а в основном в лодках сидят туристы. Они едут либо на турбазы, расположенные выше по течению, либо просто катаются по реке, чтобы полюбоваться видами. Гул от моторов на реке стоит почти непрекращающийся. Иногда моторки проносятся совсем рядом с нами, иногда выскакивают из-за поворотов в самых неожиданных местах. Прошли камень Шайтан и урочище Нижний Шайтан. Скоро река сделает крутой поворот, и примерно через 3 километра будет наша стоянка. Туристов сегодня на реке достаточно много, поэтому нам остается надеяться, что стоянка будет свободна. Примерно в 7 часов вечера причаливаем к стоянке возле Голубого озера. К счастью, здесь никого нет, но все же для начала идем осмотреть стоянку, чтобы понять, насколько удобно будет здесь ночевать. Она оказалась оборудована навесом со столом и кострищем. Также здесь установлено несколько стендов с информацией о Голубом озере. Нормально здесь? Да. Тогда остаемся, да? Разбив лагерь, идем к самому озеру. Озеро Голубое находится в крупной карстовой воронке и, по сути, является выходом наружу подземной реки Большой Глухой. Также здесь находится крупная подводная пещера. Ее максимальная глубина составляет 88 метров, а длина 600. Говорят, на данный момент это самая глубокая подводная пещера в России. Вернувшись в лагерь, мы привели себя в порядок перед завтрашней поездкой, поужинали и отправились спать. Ну вот и наступил последний день в этом небольшом путешествии. На сегодня нам остается пройти около 10 километров, но несмотря на маленькое расстояние, встали как обычно пораньше, чтобы точно все успеть. Уже с раннего утра на реке интенсивное движение. Сегодня выходной день, поэтому повсюду много туристов. Практически от самой нашей стоянки вниз по течению по обоим берегам Чусовой на протяжении нескольких сотен метров виднеются скальные выходы разных размеров. Здесь находятся камни большие и глухие, известные своими карстовыми образованиями. В них есть небольшие пещеры, скальные арки, крупный грот, да и река Большая Глухая вытекает из-под одной из этих скал. После больших глухих камней в русле Чусовой появляются миниатюрные островки, тянущиеся длинной вереницей до города Чусового. Это ледоломы или ледорезы. Они были необходимы при молевом сплаве леса и использовались для разделения русла. При помощи стальных тросов, подходивших к ледорезам, свободно плывущие бревна сортировались и задерживались в так называемых лесных гаванях. Леса сплавлялось очень много, и весной рядом с городом практически все русло реки на протяжении нескольких километров было забито бревнами. Сейчас уже таким способом лес не сплавляют, это не экологично, поскольку во время молевого сплава много бревен тонет и появляются топляки, бревна, лежащие на дне реки. Они препятствуют вновь проходящим бревнам, леса при этом тонет все больше, он начинает гнить и отравлять продуктами разложения реку и рыбу в ней. Так что, думаю, запрету на такой сплав можно только радоваться. После еще одной ветки газопровода, пересекающего реку, вдалеке начинают показываться разноцветные крыши и домики. Это уже окраина города Чусового. Закончить свой сплав мы решили на правом берегу у подножия горы Чалпан. Она находится на окраине микрорайона Архиповка.
В Архиповке, недалеко от горы, есть конечная автобусная остановка нескольких маршрутов, и от нее, соответственно, можно доехать до железнодорожного вокзала. Дождавшись на вокзале свою электричку, мы возвращаемся в поселок Теплая гора к машине, а уже оттуда поедем домой в Екатеринбург. Друзья, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Также наши фильмы можно посмотреть в ВК-видео в нашей группе ВКонтакте. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Там мы публикуем фотографии из наших путешествий, а также анонсы новых видео. Ссылки на эти соцсети оставлю в описании к видео. Сними, как я там проплыву. Блин, это сложно. Довольно неплохо. Хорошая скорость. Мне кажется, я плохо говорю. Разучила. Видишь, у меня даже это с дикцией что-то. Разучилась я блогерство. Я все это время снимаю, короче. Прошли сейчас остров, после которого начинается большая петля, примерно километра на 3. И в конце этой петли, то есть противоположной от нас стороне... Нет, давай заново.